Гуруджи, вот питание в среде йогов очень животрепещущая, такая очень считается важной, насущной темой. А что вы думаете по этому поводу? Ой, действительно животрепещущая тема. Знаете, когда я приехал в Индию и стал общаться с йогинами, когда я жил в разных храмах среди надхов, никогда не видел, чтобы они слишком сильно обсуждали эту тему и особо заморачивались на этот счет. Вот. И когда я вижу, что там начинают писать какие-то книги там, о вкусной, здоровой пище, в йоге, о правильной, неправильной, мне кажется, это большой перебор. Вот эта тенденция, которая ныне существует, но это опять же порождение аналогичное, вот как, знаете, в йоге понасоздавали очень много всяких стилей, всяких там большое количество асан, каких-то изощренных практик. То есть люди уже не знают, вот как им еще изощриться, чтобы продать вот эту вот идею, этот товар. Надо понимать, что йоги, они этим не занимаются. Те, у кого духовные задачи. И пища у них простая, как и простая жизнь у них, понимаете? А здесь получается, как бы народ все усложняет. Он усложняет и пищу, усложняет и жизнь, и правила, то есть там какие микроэлементы, там белки, жиры, углеводы, там, что там должно присутствовать, там по дошам. Я понимаю, что это, конечно, отчасти где-то и важно вот для людей там социальных, но для людей, которые интенсивно занимаются йогой, то есть они просто смотрят, чтобы пища не была тяжелой, чтобы состояние энергии было чистым, легким, и так как это связано с умом, чтобы это не мешало дхьяне. Но то же самое на тему вегетарианства. Очень много всяких диспутов сейчас ведется. Тех, кто уже привыкли есть мясо, они находят тысячи всяких оправданий тому, чтобы этим заниматься, продолжать есть мясо. Те, кто стали вегетарианцами, сам я вегетарианец. То есть я тоже могу найти много оправданий. Вот. Но безусловно, там, если у человека есть какие-то болезни, там, согласно аюрведе, тибетской медицине, в данном случае мы говорим об Индии, да, есть какие-то рецепты, когда, значит, какие-то мясные рецепты, да. В случае тяжелых нарушений обмена веществ. Да, тяжелые там. У большинства ведь людей, не у всех ведь тяжелое нарушение обмена веществ. Да, то есть мы не ориентируемся на то, чтобы продолжать быть больными. То есть мы ориентируемся на то, чтобы быть здоровыми. То есть и пища должна быть просто естественной, здоровой. То есть мы не рассматриваем йогу и питание йоги как вот то, что создано для каких-то гурманов, там смаковать, там и такая еда, и такая. Вот, потому что это уже перебор, это явное увлечение. Йоги ведут достаточно простой образ жизни. И чем более он простой, тем йог ближе к природе, к естеству, тем более простые у них рационы. И они вообще не увлекаются вот этими многочисленными спорами и обсуждениями. То, что я видел в Индии. То есть это сильно отличается от данной среды, где мы с вами обитаем. То есть получается, что обсуждение проблем питания становится источником не спокойствия, а наоборот беспокойства. То есть люди погружаются в беспокойное состояние. Вот эти вот изощренные какие-то рецепты. Люди боятся неправильно кушать и так далее, поэтому они настолько вот так вот живут вот этим всем, что какая там может быть йога. То есть мысли о еде лишают человека покоя, получается. Да. То есть это все совершенно второстепенное и не стоит и ограничивает сознание. Все достаточно
хорошо описано в традиционных йогических текстах. Вот. Далеко ходить не надо. Возьмите просто Хатха-йога Прадипику, и там сказано. Там они говорят, что не нужно там много есть, не нужно мало есть, то есть совсем быть голодным. Пища не должна быть слишком горячей, там, слишком перебор в плане там специй каких-то, вот, слишком тяжелый, вот. Хотя, по-моему, даже в Индии всех крайностей, люди не переживают, если перебор со специями, стараются думать о вечном, а не о специях. Совершенно верно, да, совершенно верно. Хорошо. Просто посмотрите, вы вот, если увидите в Индии надху, вы сами все поймете, что это все очень естественно и просто. Спасибо, Гуруджи. Да. Спасибо, Алеш.